Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я по просьбе одного из подписчиков покажу, как заменить кнопку на перфораторе Enhel VBH 850/1. Вот так выглядит маркировка этого перфоратора. Здесь есть кнопка управления, которую необходимо снять и поставить новую. Кнопка включения является слабым звеном в системе электропитания этого перфоратора, и она постоянно изнашивается. Для замены кнопки управления снимать всю ручку не нужно, а нужно лишь открутить крышку, которая находится на ручке, на 3 шурупах. Я использую обычную крестообразную отвертку среднего размера. Итак, начнем. И теперь можно снять крышку ручки. Здесь видно, что есть много мусора. Необходимо его почистить и приступить к замене кнопки выключения. Я буду продувать ручку с помощью продувочного пистолета-компрессора. Как видим, один из проводов электропитания коричневых у меня уже почти выпал и перетерся почему-то. Здесь 2 провода питания, коричневый и синий. Дальше к верхним разъемам подключены 2 черных провода, которые идут на конденсатор подавления перепада напряжения и на катушку ферритовую, которая также подавляет радиопомехи. Откручиваем 2 верхних крепления с помощью плоской отвертки. Здесь они прикрашены краской для контроля вскрытия. Здесь есть такая опрессовка на черных проводах. А провод питания просто подключен без всяких опрессовок. И уже слегка истрепался почему-то. Теперь отсоединяем 2 нижних провода. С правой стороны синий провод — это питание. Здесь также нет никакой опрессовки. И с левой стороны 2 черных провода подключены. Которые также имеют опрессовку. Здесь также один из проводов идет на конденсатор подавляющий. И второй на ферритовое кольцо. И теперь можно вынуть выключатель со своего места. Вот он имеет такой внешний вид. Резиновый пыльник можно с кнопки снять. Он защищает от попадания мусора в механизм через подвижную кнопку. Здесь находится щель, и сюда постоянно идет пыль. Видно, что резинка уже прорвалась. И на самой кнопке куча грязи, которую необходимо почистить и поставить кнопку на свое место. Вот виден порыв на резиновом манжете. Его никак не заклеишь. Придется в случае необходимости менять всю манжету целиком. После этого меняем кнопку на новую или же разбираем старую и разбираемся, в чем проблема. У меня кнопка еще исправная, я лишь ее почистил. Одеваем на место резиновую манжету. Подключаем на место провода, не перепутав их положение. Синий провод питания подключается к нижней правой клемме. Черные провода подключаются снизу. Один из краев черного провода идет до дальнего вывода этого конденсатора. А второй провод идет на катушку подавления помех.
К верхним разъемам подключаются также два черных провода, которые имеют обжим. Один из них, короткий, подключен к ближнему выводу конденсатора подавляющего. А длинный провод идет также на ферритовое кольцо. И осталось подключить коричневый провод питания к верхней правой клемме. У меня он был слегка растрепан, поэтому я его поджал и скрутил. Теперь ставим кнопку на свое место. Вкладываем провода, чтобы они нигде не мешали. И можно прикручивать на место крышку. Хорошо ее поджимаем и закручиваем шурупами. Они все одинаковые и имеют одинаковую длину, вы ничего не перепутаете. И вот ремонт закончен, и можно дальше продолжать ремонтные работы. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками заменить кнопку выключения на перфораторе Enhel BBH 850/1. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!